В сегодняшнем ролике мы с вами немножко допишем пару строк кода в main.ts для будущего, и мы с вами создадим все необходимые модули, которые нам потребуются в ходе разработки. У меня здесь появился один новый файл todo.md, но он ни за что не отвечает, это просто для меня там подсказка, по какому плану я эти ролики буду записывать. То есть это для работы никак не влияет, и вам он не нужен. И первое, что я хочу сделать, это в main.ts добавить здесь некий префикс. Мы можем, то есть сейчас у нас роуты выглядят, да, что я сразу на главную страницу, или на профайл, то есть у нас есть localhost, то есть наш URL адрес, и сразу route. Я хочу добавить просто плашку API, то есть префикс API, чтобы у нас оно все было не вот таким вот образом, то есть не вот так, а вот так. Было потом API и дальше profile, как в принципе это часто делают. Для того, чтобы добавить эту плашку ко всем роутам, чтобы не писать везде добавление, то есть каждому контроллеру там писать эту плашку API, мы можем просто в Nest взять наше приложение, которое мы тут выше сделали, и добавить к нему следующее. Мы сюда делаем set global prefix и говорим, что давай-ка API. И теперь, если мы сейчас посмотрим просто вот такой метод profile, route profile, нажмем обновить, нам говорит 404, что такого метода нет, типа not found. Но если мы сейчас вернемся и добавим сюда префикс API, нажмем Enter, то мы возвращаемся к it's my profile, и это работает так, как нам нужно. Отлично. Давайте оставлю, может не оставлю. Окей. Теперь. Дальше я еще хочу сразу на будущее включить course. Это для того, чтобы у нас не было никаких конфликтов со стороны сервера, когда мы отправляем запросы. Вы можете почитать, что это такое. Я сейчас не хочу на этом заострять внимание. Мы просто включаем этот course и дальше радуемся жизни. Отлично. Теперь нам нужно сгенерировать еще ресурсы, которые мы будем использовать, то есть модуля. То есть нам нужно юзера, нам нужно транзакции, категории и аутентификация. Мы это можем сделать разными способами. Я предлагаю использовать CLI. Очень крутая здесь эта история. Мне нравится с этим работать, поэтому давайте это делать. Для того, чтобы нам проинициализировать через CLI какие-то модули, есть такая команда, как nest generate. То есть можно generate написать, можно написать просто nest g, дальше resource. И давайте сначала у нас это будет user. То есть мы будем создавать юзеров. Nest generate resource user. Все, нам предлагают, какой путь вы хотите использовать, что там, сокеты, GraphQL, REST API. Нам нужно REST API. Я нажимаю REST API, и нам предлагают сразу создать CRUD entry points или нет. Я предлагаю да, нам это лишним не будет. Единственное, что я забыл сделать, это добавить одну историю. Когда мы будем следующий модуль генерировать, мы это добавим. Смотрите, что у нас теперь появляется. У нас появляется прямо внутри проекта вот, дополнительная папочка user. Если мы сейчас откроем эту папочку, мы увидим тут вот такую вот структуру. У нас есть тот же самый user модуль, user контроллер, тоже просто больше всего, и user сервис. Тоже есть какой-то сервис. Вот эти spec-test это для тестов, нам это не нужно. То есть, да, та же самая структура. Тут app-контроллер, app-модуль, app-сервис. Здесь user-контроллер, user-модуль, user-сервис. Ничего нового. Новое есть, вот дальше еще, DTO и entities. Что такое DTO? Смотрите, у нас в user-сервисе мы сразу видим, что у нас функция create принимает в себя некие create user DTO типа create user DTO. Теперь мы откроем это DTO. Это пустой класс. И что это такое? Конечно же, я не могу не сказать, как это все говорят, что DTO это Data Transfer Object. То есть без этого вообще никак. Другими словами, это некая модель типизации тех параметров, которые мы будем принимать в эту функцию. Давайте сейчас для примера я это покажу. Смотрите, у нас user сервис есть функция create, то есть создать юзера. И когда мы создаем юзера, что мы получаем от юзера? Обычно, да, это какая-то почта и какой-то пароль. Вот именно это мы и будем указывать в
не create user DTO. Если мы пойдем в create user DTO, у нас это пустой класс, и мы говорим, что у нас, когда мы регистрируем пользователя, нам нужно от него получить email и пароль. Поэтому мы говорим, что тут email будет типа string, и пароль будет тоже типа string. И когда мы будем создавать пользователя, когда мы будем уже писать сервис, мы будем понимать, что мы должны сюда передавать. То есть, если мы вот так посмотрим, то мы уже можем сделать create user DTO, поставить точку, и мы видим, что мы в этом объекте, да, в функции create принимаем и email, и пароль, что нам помогает, конечно же, в разработке. Это сложно будет, ребятки, будет сложно, говорю сразу, для тех, кто особенно не знает, что такое TypeScript, для тех, у кого нет опыта, да, там, с Nest.js, это прям, наверное, будет фантастика, как сложно. Но я вас уверяю, к концу всех этих уроков у вас какое-то впечатление сложится, и вы сами сможете уже немножечко, потихонечку, помаленечку что делать. Вот так. DTO. То есть DTO это, грубо говоря, типизация пропсов, да, не пропсов, а данных, которые мы передаем в ту или иную функцию. Смысл, опять-таки, тот же самый, да, у нас ничего не поменялось. У нас есть user сервис, у нас есть user controller. То есть вот эта create функция принимает, да, DTO-шку и что-то делает. А контроллер, он вот тут тоже у него есть пост-запрос. Мы говорим, что мы отправляем данные. Мы говорим, у нас есть пост-запрос. У поста есть body, то есть какое-то тело этого запроса. И этот body типа create user DTO. То есть в нашем баде будет лежать email и пароль. Мы это четко обозначили вот тут. И теперь мы сами и приложение будет понимать, что мы хотим передавать и чего он будет ждать. Он будет ждать имейла и пароля. Поэтому мы должны будем передать и email, и пароль. Если мы что-то там не передадим, у нас могут возникнуть проблемы, и у нас все не будет работать так, как надо. Дальше смысл тот же самый. Return this, etc. и create user DTO. Если вы можете заметить, здесь уже есть небольшое отличие. Давайте мы откроем App Controller и User Controller. И мы видим, что App Controller это у нас главный контроллер, и мы сразу попадаем на row, да, главная страница или профайл. Ну, конечно же, еще мы там API указываем. А вот в User у нас уже в контроллере написано User. Написано уже User. То есть получается, что таким образом мы в самом контроллере, да, в декораторе контроллер, мы можем, да, указать route. В нашем случае теперь это получается, у нас был, да, префикс API, то есть у нас дальше идет API, и дальше идет user. Вот такой вот route у нас контроллер этот создал. И дальше уже, если тут API user, тут получается то же самое API user, и тут API user, а здесь уже API user и ID. И этот ID мы будем вытаскивать отсюда. У нас там будет, там, допустим, 3, 2. У нас будет там второй юзер. И вот таким образом мы будем эти парамсы вытаскивать из строки. Здесь то же самое. Здесь то же самое. И здесь то же самое. То есть вот таким образом и работают наши роуты. То есть вот нам уже Nest сгенерировал всю эту прям... Все, тут есть все, что нужно. Тут есть создание, вот create, получение всех, получение одного, update, remove. Все, он нас уже сам все создал. Мы написали generate resource, он нам это все сделал. Можем посмотреть сервис, здесь то же самое. То есть find all, везде он возвращает строку, что-то принимает. DTO-шки, это мы с вами разберемся, вы сейчас не пугайтесь. Сейчас у меня просто такой общий обзор. Все это будем мы прорабатывать, и вы будете более детально это понимать. И еще одна история у нас тут затесалась. Это entities. Что такое entities? Мы открываем, и мы видим, что тут есть какой-то user entity. Если мы его откроем, это тоже класс. Все у нас тут построено на классах. И entities, как раз таки вот этот user entity TS, это таблица в базе данных, которую мы с вами создадим. То есть, допустим, если у нас это user, то у нас там будет, да, у юзера может быть email типа string и там пароль. Password типа string. Казалось бы, да, мы сейчас пишем то же самое, что писали в DTO-шке. То есть DTO у нас тоже email и пароль. Почему мы все это дублируем? Еще раз говорю. Entity – это таблица в базе данных. Это касается базы данных. Мы должны создать, тогда мы создадим в базе данных при помощи вот этого user entity. Мы скажем, что в базе данных, пожалуйста, табличку сделаем users,
и где будет email и пароль. То есть два поля email и пароль, и мы сможем это все управлять. А DTO это просто, грубо говоря, да, неправильно, может быть, это сейчас прозвучит с какой-то стороны, с теории, но это типизация, да, тех данных, которые мы хотим передавать в тот или иной сервис и контроллер. То есть вот такая вот история. Не путайте вот этот класс user и create user DTO. Это у них разные функции. Это база данных, это просто типизация входящих параметров. Вот так. И в принципе с модулем это все. То есть вот таким образом мы создали с вами модуль user, где мы можем управлять юзерами. Теперь давайте по аналогии мы сделаем и все остальные модули, которые нам потребуются. Для этого я просто верну прошлую команду, напишу здесь, нам уже нужен не user, а давайте категория. Единственное, я добавлю флаг, но спек, чтобы нам не добавлялись теста. И нажимаю Enter. То же самое, REST API. Я хочу весь CRUD. Все, мне построило оно все это. Теперь, я это не говорил в прошлый раз, хочу сказать сейчас, бо я забыл. Фишка, почему мы используем CLI, почему я лично использую CLI, потому что мы видим, что мы, когда установили все пакеты, что тут пишется create, и потом, опа, update app модуль TS. В смысле update app модуль TS, если мы сейчас создавали вообще категории, как он связан? А связан он так, что я говорил, что app модуль это корневой модуль нашего приложения. И мы видим, что в этот модуль, когда мы используем CLI, мы импортируем user модуль. И уже только что импортировали категории модуль. Таким образом, мы теперь связали все эти модуля между собой. Потому что сейчас они, если бы тут не было ни одного импорта, мы можем так сделать, то тогда эти модуля независимые, и, в принципе, наше приложение о них ничего не знает. Но теперь, когда мы при помощи CLI и это все создали, нас сразу, просто чтобы Nest сразу, вот почему я люблю CLI, потому что Nest сразу это все импортирует автоматически. Если вы можете, безусловно, делать это все вручную, создавать папки, создавать все эти файлы, и все это будет работать, и вручную писать импорты. Но CLI просто это делает за вас автоматически. Таким образом, вы сразу создали модуль, и вы его подключили. Все, у вас подключенный модуль, вы сразу можете с ним работать. История та же, DTO, Entities, контроллер, модуль, сервис. Только уже, если посмотрим контроллер, здесь уже роуты у нас на категории идет. То есть, если у нас в юзере, user контроллер у нас идет на route на users, то в категориях, соответственно, что уже на категорию. Вот таким образом мы и создали еще один модуль. Так, что у нас есть по модулям? У нас есть, давайте я это скрою, сервер, SRC, у нас есть категория, у нас есть user, нам еще нужен модуль аутентификации. Вот так вот. Auth модуль. REST API. Да, пускай генерирует, лишним не будет. И последний модуль, который нам потребуется, это транзакции. То же самое. Оп, не то. Так, не хочет. Resource. Это transaction. И создаем этот модуль. REST API. Да, нам нужен CRUD. Все заапдейтили. Смотрим app модуль. Какая красота. User, категории, auth модуль и transaction модуль. И все это теперь уже подключено, и с этим всем мы можем работать. Как мы можем это проверить? Это очень просто. Давайте transaction controller. У нас есть какой-то get запрос на route transaction. Давайте мы просто, где у нас get запрос, find all. Просто. И перейдем в этот метод. У нас будет просто возвращаться строка. И давайте мы это просто проверим. Мы идем сюда. Нам уже нужен не профайл, а нам нужен transaction. Нажимаю Enter. This action returns all transaction. Что это произошло? А это отработал сервис. Вот. This action returns all transaction. Давайте мы что-то допишем тут точно. For sure. Точно. Мы точно это возвращаем. Все, видите? То есть мы возвращаем то, что мы и планировали возвращать. То есть мы с вами, в принципе, идем по правильному пути. Что не может не радовать. Теперь, смотрите, еще такой нюанс. В app-контроллере мы можем, в принципе, удалить эти роуты. Мы можем их удалить. Они нам, по сути, и не нужны. У нас контроллер есть, он у нас связывает все приложение, но
Эти роуты нам не нужны. Смотрите, сейчас все будет работать. Вот, транзакшены работают. А на главную страницу у нас ничего нет, и нам, в принципе, это не нужно. Мы можем создать его, можем его оставить. Но зачем, если мы им не пользуемся? А если хотим, то давайте нам get. Ну и, короче, можно все это вернуть вот так вот. Давайте все-таки оставим, мало ли. Вот так. И таким образом, в принципе, мы все это и связали. И теперь мы можем полноценно уже работать, начинать, по крайней мере, со всем этим.